привет! Видеоблог «Хочу так жить» и я, Валентина, снова с вами. Сегодня я бы хотела затронуть тему, касающуюся нашего с вами здоровья. Итак, наша семья уже год как отказалась от химических медикаментов. То есть мы совершенно отказались от применения таблеток. И пользуемся мы, лечимся мы, если мы болеем, а мы стараемся не болеть, только народными средствами. Или еще можно сказать только тем, что дала нам матушка природа. А дала нам она очень много, и сегодня я бы хотела вам раскрыть небольшие секреты нашего домашнего лечения. И так как сложилось, что наш ребенок заболел и у него появился очень сильный кашель, я решила поделиться с вами народным методом лечения кашля. Я хочу рассказать вам о микстуре, которая буквально в первые часы очень хорошо и быстро поможет избавиться от сильнейшего кашля. Эта микстура помогает не только от ОРЗ, ОРВИ, то есть кашля, связанного с появлением простуды, но также она поможет вылечить и кашель, связанный с бронхитом, ларингитом и остальными болезнями горла. Итак, сейчас я расскажу вам, что же это за чудо-средство. Итак, для приготовления домашней микстуры от кашля нам с вами потребуется стакан кипяченого горячего молока, далее нам потребуется столовая ложка сливочного масла, столовая ложка натурального меда, 1 яичный желток и щепотка примерно 1/4 чайной ложки соды. Вот и все, вот это вот наше чудо-средство. Сейчас я покажу вам, как мы его будем делать. Мы берем столовую ложку меда. Почему наше молоко должно быть не температуры кипения? Так это потому, что, думаю, многие знают, что мед теряет свои полезные свойства, если его положить в жидкость, доведенную до температуры кипения. Выкладываем мед. И хорошенько размешиваем. Сюда же добавляем столовую ложку масла сливочного. Хорошенько размешиваем. Знаю, что масла много, но зато и действенная микстура получается. Хорошенько взбиваем яичный желток. Благодаря этой микстуре кашель можно вылечить буквально за 1 день. Если вы сделали одну процедуру, то есть приняли 1 раз всего эту микстуру, и кашель начал проходить, но еще не совсем прошел, сделайте, повторите эту процедуру примерно через 6-8 часов. Ну, можно утром и вечером, как раз так и получится. Вливаем наш яичный желток в нашу микстуру и хорошенько все перемешиваем. Так, и остался последний шаг. Это добавить щепотку соды. Вот такое количество соды я добавляю. Примерно 1/4 чайной ложки. Все, хорошенько перемешиваем до полного растворения всех ингредиентов. И даем человеку, который у нас кашляет, выпить этот чудодейственный напиток. Хорошенько перемешиваем перед подачей и даем человеку, которого нужно вылечить от кашля. В нашем случае это Женька, который сейчас опробует и скажет, можно ли пить эту микстуру. Ну как? Очень вкусно. Все? Лечитесь, а лучше всего не болейте, берегите свое здоровье. И до новых встреч! С вами был наш канал «Хочу так жить». Я Валентина и я Евгений. Все, до новых встреч! Всем пока!